Я Николай Казаков, это Борис Галузин. Сейчас мы поделимся опытом, как научиться делать вилли в базовой позиции стендап. Вилли всем дается по-разному, но надо быть готовым к изнурительным тренировкам и падениям. Мотоцикл обязательно должен быть подготовлен к тренировкам. Об этом подробно написано в статьях на Stantex.ru. Как минимум должны быть установлена клетка, стальной подрамник с флетбаром. Необходимо сделать дырку в пассажирском сиденье, чтобы встать в стендап-позицию. Сцепление требуется адаптировать под один палец. Желательно установить машинку легкого выжима сцепления, так как выжимать его придется сотню раз за тренировку. Тренироваться надо в полном экипе. Желательно подбирать модели, которые не сковывают движение, потому что подвижность важна. Из экипа ездят только обезьяны. Для тренировок желательно выбирать безлюдные площадки, чтобы исключить вероятность аварии. Поверьте, без машин будет чего бояться. Осваивать вилли рекомендуется в базовой позиции стендап, так как легче спрыгнуть с мотоцикла при перевороте. Цель – научиться контролировать мотоцикл на заднем колесе с минимальным ущербом для себя и байка. Поднимать мотоцикл надо с места или очень маленькой скорости. Чем ниже скорость, тем безопаснее падение. Чтобы понятнее объяснить процесс, мы решили разбить его на фазы. Первое, чему надо научиться – это задержка. Цель – держать мотоцикл ровно в течение пары секунд на месте или очень маленькой скорости. Это необходимо, чтобы при подъеме переднего колеса мотоцикл не наклонялся в бок. При этом держите указательный палец левой руки на сцеплении. Когда научитесь уверенно делать задержку и будете себя чувствовать комфортно в позиции стендап, можно начинать поднимать переднее колесо. Для этого необходимо накрутить холостые обороты до 3-3,5 тысяч, чтобы мотоцикл устойчиво ехал с закрытым газом. Давление в заднем колесе спустить до 1,2-1,4 атмосфер, чтобы мотоцикл был более устойчив на заднем колесе. Для отрыва переднего колеса выжмите сцепление одним пальцем. Поднимите обороты на пару тысяч и держите их стабильно. Не надо делать перегазовку. Перенесите вес тела на левую ногу и бросьте сцепление. Правую ногу держите на заднем тормозе. Колесо поднимется на пару дециметров. Скорее всего, будет страшновато. Практикуйте, пока не будете делать это стабильно и уверенно, постепенно повышая обороты при подъеме колеса. Уверенность придет не сразу, будьте готовы терпеть. Цель на этом этапе не проехать как можно больше, а стараться максимально высоко выдернуть мотоцикл с места. Не надо разгоняться на мотоцикле. Если происходит набор скорости, останавливайтесь и начинайте заново. Увеличивая обороты при подъеме, вы почувствуете, когда начнете приближаться к точке баланса. Мотоцикл начнет проезжать пару лишних метров и плавнее опускаться. В этот момент постоянно концентрируйтесь на заднем тормозе и жмите, если покажется, что переворачиваетесь. Не жмите тормоз сильно, иначе мотоцикл резко упадет и полетите через руль. Когда научитесь стабильно и контролируемо выдергивать мотоцикл в точку баланса и проезжать несколько метров, надо делать попытки поднимать мотоцикл за точку баланса и возвращать его задним тормозом. Строго говоря, это и есть вилли. То есть цель поднять мотоцикл выше точки баланса, вернуть его обратно тормозом, добавить газ, если он начнет опускаться. И так до бесконечности. Тут есть важные моменты. Еще до момента поднятия переднего колеса правая нога должна немного придавливать тормоз, чтобы максимально сократить время реакции. Всей правой рукой держитесь за ручку руля. Забудьте про передний тормоз, он вам не нужен, чтобы поднять мотоцикл на задний. Сцепление выжимайте одним указательным пальцем. Используйте тело для точной балансировки. Прижимайтесь к рулю, чтобы опустить мотоцикл, и отталкивайтесь, чтобы поднять. Левую ногу старайтесь выпрямить. Это позволит лучше контролировать поперечный баланс. Важно понимать, что сразу, скорее всего, ничего не получится. Возможно, придется удариться рамкой об асфальт и уронить мотоцикл. На освоение каждой фазы может уйти не одна тренировка и не один десяток попыток. Но научиться может каждый. Помните это, если возникнут трудности.
После того, как научитесь уверенно ехать по прямой в позиции стендап, пробуйте заходить в круг и ехать сидя. Подробнее об этом смотрите в следующих выпусках и читайте на Stantex.ru.